Как переключать раскладку языка на внешних клавиатурах на Android TV и на любых вообще Android девайсах, мы разберем в этом выпуске с помощью всего лишь одного приложения из Play Market. На канале Технозон. Поехали! Слушайте, очень много людей используют ТВ-боксы с вот такими вот сторонними клавиатурами, такими. Я, например, вообще использую ТВ-боксы с вот такими вот клавиатурами, то есть я на них просто-напросто работаю, ну, по долгу своего рода деятельности. Раньше был способ переключения через внешнее приложение Russian Keyboard, и очень было проблематично, потом уже после обновления версии Android 9, 10, очень было проблематично настроить нормальное переключение клавиатуры. Да плюс еще и многие антивирусы начали ругаться на очень старую версию приложения, что там есть вирус. Я сразу поясню, дело в том, что антивирус будет ругаться на любое приложение, которое перехватывает нажатие клавиш, потому что по политике безопасности любое приложение, которое перехватывает нажатие кнопок, является потенциально небезопасным. Это всего лишь политика. Но по-другому вы реализовать нормальное переключение не сможете, универсально. Почему я говорю слово универсально? Потому что существуют клавиатуры, на которых, например, нет альта, или нет нормального контрола, или нет нормального шифта. Такие тоже бывают. Есть клавиатуры, где просто, вот, например, MX3, там есть только капс, там шифта нету. И вот это тот вариант, что необходимо реализовать одно единое, вернее, необходимо сделать одну единую методику переключения раскладок этих самых клавиатур. При этом я дам вам метод, как переключать не только на одну раскладку, на 3 раскладки. В принципе, ребят, подписываемся на наш канал. Тут кнопочка подписаться, колокольчик нажимаем, участвуем в самых крутых розыгрышах, акциях, ценных призовых подарков. Ссылочка там же в описании под видео на условия, но мы начинаем. А говорю сразу, мы этот метод показываем для ТВ-приставок или устройств, у которых есть боковое меню. Так как наша специализация именно ТВ-боксы, ну, в принципе, боковое меню сейчас есть у всех приставок. И тут у меня вопросов нет, поэтому нам понадобится сам по себе ТВ-бокс. Реализация и на Android TV, и на чистом Android с боковым меню абсолютно одинаковая. Приложение, которое нам необходимо, называется External Keyboard Helper. Оно, вот смотрите, мы его просто вбиваем External, вот, Keyboard Helper. Оно есть в 2 версиях, есть демо, есть про версия. Мы вам покажем, как работает демо. Про версия стоит ну, всего лишь $1,5, 1,5 евро, вернее. Я советую его приобрести именно про версию. Но мы будем сейчас с вами именно использовать демо-версию. Она тоже работает. Нажимаем установить. Она есть и в Android TV маркете, и в простом маркете. Если вдруг ее там нет, ищите APK файл. Мы не имеем права по политике, скажем так, нашего канала раздавать нелицензионно файлы. Нажимаем сразу же открыть. У нас выскакивает вот такое вот разрешение. Я сейчас еще покажу после этого на Android TV прошивке, как это делается. То есть мы сейчас делаем это на приставке Yugus AM6+, неважно на какой приставке делаете, главное, чтобы у вас было боковое меню. Зачастую после этого вам выдает управление клавиатурами выбрать, какую клавиатуру использовать, если вы нажали открыть. External Keyboard Helper Pro, он пишет, при использовании этого способа могут собираться вводимые данные. Да, это методика, которая нам позволяет это делать. Примечание, чтобы запустить это приложение после перезагрузки, разблокируйте экран. Ну, это мы уже все поняли. Все, у нас главное, чтобы была включена External Keyboard Helper Pro. Если вы видите не такой экран, и ждем дальше, мы покажем сейчас на другой приставке. Выходим. Все, что нам нужно было, мы пока что сделали. Идем в меню настроек, боковое. Идем в настройки устройства. Идем в клавиатуры и автозаполнение. Здесь в текущей клавиатуре выбираем External Keyboard Helper Pro. И здесь выбираем настройки этого External Keyboard. А вот здесь у нас самое интересное. Но для начала вы можете выбрать базовую раскладку, которая у вас будет при использовании этой клавиатуры. То есть вы уже можете печатать в базовой раскладке на внешней клавиатуре без включения виртуалки. У меня будет стоять русский. Теперь идем в расширенные настройки. Мы с вами идем в обнаружение клавиатуры. И выбираем обнаружить USB клавиатуры. Это обязательно. Очень много приставок, которые не понимают USB клавиатуры, эта штука должна их обнаруживать. Выходим.
Опускаемся ниже в переключение языка. И вот здесь очень полезная опция. Здесь в первом пункте клавиши переключения раскладки вы можете настроить неограниченные комбинации переключения вашей клавиатуры, вернее, переключения раскладки. Например, мы здесь убираем «Отключено». И мы можем назначить на любую кнопку, нажав на кнопку «Изменить». Мы назначим, например, на кнопку «Insert». Вот она, кнопка «Insert», нажимаем любую. Если вы хотите это делать с помощью еще и, допустим, сочетания Shift, например, Shift Insert, то вы включаете еще триггер Shift. Либо Shift Alt включите. Тогда у вас будет переключаться Shift Alt Insert. Или Shift Alt, ну, допустим, или Shift Insert, или Alt Insert. И без сообщений на дисплее, это я вам объясню. Дело в том, что при переключении он будет показывать. Сейчас покажем. Я оставлю просто так. У нас будет просто кнопка Insert. И нажимаем сохранить. И у нас здесь активируется опция выбрать альтернативную раскладку. Именно здесь я поставлю английскую, так как у меня базовая стоит русская. Если у вас базовая стоит английская, то ставим здесь ту раскладку, которая вам необходима. Мы можем включить также третью раскладку. Например, так как я живу в Украине, я могу включить сюда еще украинскую. Вот, пожалуйста, Ukrainian. И выходим. Все, у нас базовая настройка этого всего дела закончена. Давайте зайдем, например, в Google Chrome и начнем печатать. Она должна, видите, у нас не появилась сейчас виртуальная клавиатура внизу, и она должна печатать сейчас на русском. Она печатает. Нажимаем кнопку Insert. У нас, видите, внизу написано «Переключено на вторую раскладку English». Оно печатает на английском. Нажимаем еще раз кнопку Insert. И оно переключило на украинский. Оно печатает сейчас на украинском языке. Вот украинские буквы. Нажимаем еще кнопку Insert. И все у нас печатает. И при нажатии на кнопку Enter у нас выдает Enter. То есть то, как должна работать физическая клавиатура. Например, мы сейчас выберем вот английская раскладка и введем здесь, ну давайте любой. Давайте www.google.com. И нажимаем Enter. Все, у нас появился Google. Ребят, это то, что делается у нас на чистом Android. Мы на Android TV платформе. Здесь все происходит точно так же. Мы видим, что у нас боковая панель настроек. И мы идем с вами в Google Play Store. Данное приложение есть даже в этих маркетах, которые мы, в принципе, рассматриваем. Опять же, вбиваем External Keyboard Helper Pro, вот, пожалуйста, он есть. Конечно же, мы берем пока демо-версию. Для себя покупайте Pro-версию. Я вам советую. Мы не распространяем пиратское ПО. Нажимаем «Установить». Здесь мы можем не нажимать «Открыть». Мы просто-напросто выходим. Потому что на Android TV прошивке оно может не открывать, вернее, на каждой приставке по-разному. Идем в настройки устройства. Идем в клавиатуры. Вот, клавиатура. Идем в управление клавиатурами. И здесь у нас вот оно боковое меню. Мы вставим External Keyboard Helper Pro. И все, в принципе. Выходим назад. Идем опять в клавиатуры. В текущую клавиатуру и ставим External Keyboard Helper Pro. И идем в те же самые настройки. Здесь мы проводим ту же самую настройку. Идем в расширенные. Только здесь у нас все управление клавиатурами. Расширенные. Нам необходимо обнаружение клавиатур. Обнаружение USB клавиатур и переключение языка, клавиши переключения. Нажимаем «Отключено», нажимаем «Изменить», назначаем кнопку, я всю ту же самую кнопку Insert, но здесь я сделаю еще и с шифтом, то есть чтобы было Shift Insert. Давайте опускаемся ниже, вот Shift и Insert. Сохранить. И вторую раскладку я выбираю, опять же, английскую. Давайте вот English US советую ставить, самая совместимая раскладка. Идем мы с вами в клавиатурку и попробуем попечатать. Вот мы печатаем на русском. Нажимаем Shift Insert. Здесь вы можете делать любое. У нас есть переключилось на английскую раскладку. Нажимаем Enter. У нас происходит поиск. Все. Переключение раскладок у нас закончено. Вернее, настройка переключения раскладок. И мы резюмируем данное видео. Слушайте, ребят, ну действительно, уже нужно отходить от старых каких-то методов, искать Russian Keyboard, потому что все есть в Play Market для любого ТВ-бокса. Данный метод, он действительно хорош, мы его рекомендуем, мы вам даем универсальные методы. Ссылка на Play Market, на данное приложение тоже лежит в описании под видео. Но если вам нравится то, что мы делаем, нажимаем пальцы вверх, подписываемся, нажимаем колокольчик. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.